доме музея Рембрандта в Амстердаме выставлены 3 работы на библейскую тему «Триумф Мордахея». Картины Питера Ластмана, гравюры Луки Лейденского и Рембрандта. Коленопреклоненные люди срывают шапки, прижимают руки к груди на обеих гравюрах. Мордахей на коне. Ведет коня Аман, его злейший враг. Аман сам мечтал горцевать на царском коне и в царских одеждах, но честь выпала Мордахею. У Луки на дальнем плане холм с виселицей. Горячий ветер крутит трупы врагов Мордахея. Итальянофил Ластман, учитель Рембрандта, заменяет холм подобием римского пантеона. Рембрандт набрасывает вдали храм в своем вкусе. Амана, посрамленного обидчика Мордахея, Лука прячет за лошадь. Ластман выставляет растерявшегося Амана на всеобщее обозрение. В свою очередь Рембрандт изображает нечестивца просто на первом плане. Преемственность в воплощении сцены 3 художниками очевидна. Лука Лейденский писал не одних святых и библейских героев. В Нидерландах он среди основоположников жанровой живописи. Для начала картина уникальна тем, что демонстрирует особую разновидность шахмат, так называемые курьерские. Сохранилось лишь 2 изображения этой игры. Второе, через 150 лет после Луки, выполнено современником Рембрандта Яном де Браем. Дамы на этой и аналогичных картинах Луки держатся как минимум наравне с мужчинами и не стесняются делать ходы крепко, мужской пол озадачивающие. Картина соответствует издавна высокому положению женщин в голландском обществе. Голландцы, несмотря на бережливость, издавна были завзятыми игроками. Кисть Луки не раз воспроизводила сцены игры. Спрос на такие картины был, и жанр этот стал процветающим. Однако как изображает игру Лука? Прожив неполные 40 лет, отдавая силы исключительно искусству, Лука Лейденский влетел в вечность на крыльях своего гения. Святые Луки приземлены и человечны, подчас до неприглядности. Вспомним апостолов в исцелении иерихонского слепца. Зато картежники печальны и словно парят над действительностью. Ни веселого разгула, ни выплеска страстей, как у многих других голландцев, начиная с другого знаменитого лейденца, современника Рембрандта Яна Стена.
У Луки это личности, укрывшиеся за масками безразличия. Это как будто даже не сами люди со своим земным сроком, а идеи людей. За игрой они словно бы коротают вечность, забывая собственное отчаяние перед развершейся пропастью бесконечности. Скрываемое переживание столетия спустя станет одним из коренных свойств героев Рембрандта. Правда, Рембрандту для высказывания экзистенциального переживания вечности даже карт не понадобится. Cantate Domino omnis terra. Смесь ярких и нежных цветов характерна для вкуса начала XVI века. Это намеренная пестрота. Очарование усиливают занятные дополнения основного сюжета. Omnis terra cantate. Cantate Domino. Вдумываясь в судьбу Луки Лейденского, проникаешься отношением к нему как к натуре, с позволения сказать, моцартианской. Как и величайший композитор, создал Лука произведения на разные темы и в разных жанрах. Однако неизменно вселяющие в нас ощущение радости и отдохновения. Изумляет кажущееся несоответствие краткости жизни Творца, объему и высочайшему качеству результатов его творчества. Радостное искусство Луки Лейденского словно и создавалось весело и без особого труда. Нас оно окрыляет, и не хочется думать о действительных обстоятельствах судьбы артиста. Очень раннее начало, самопожертвование ради приближения к идеалу, тяжелая, незнакомая посредственностям мука творчества, конец которой смогла положить одна смерть, причем смерть словно бы еще на взлете. Прелестный образец бытового жанра. Пожилые супруги налаживают инструменты, чтобы дружно помузицировать вечерком. Разумеется, сразу вспоминается музыкальная аллегория молодого Рембрандта. Но ведь светящаяся нежностью гравюра Луки тоже аллегория. Тема гравюры заимствована у Плутарха. Рассуждая о законах брака, философ говорит, что в браке слово «мужа» должно иметь определяющее значение, точно как толстые струны большого инструмента должны издавать самый густой звук. Лука поэтому и дал мужу в руки инструмент большего размера. Так,
воспринимал аллегорический смысл гравюры младший современник художника Карел ван Мандер. Тем ли способом достигнута гармония в союзе или каким другим, но брак, показанный нам Лукой, выглядит в целом счастливым. И это, согласитесь, главное. Лука Лейденский был до мозга костей артист и охотно шел навстречу запросам публики. Счастье его было в том, что запросы современной ему публики устремлялись вверх. Они не принуждали художника опускаться до уровня обыденных представлений. Люди с восторгом принимали творчество того, кто был для них выразителем самых передовых идей. Среди нидерландских художников начала XVI века стал Лука самым удачливым. Намного опередил внешне столь близкого ему Артгена Лейденского. Сопоставлению искусства двух лейденских художников, Луки и Артгена, посвящен следующий фильм.